Всем привет, я Мартин Юман на канале Панцергренадера. И сегодня я озвучу для вас это видео. В данном ролике мы рассмотрим состав, вооружение и тактику панцергренадерского отделения вермахта на бронетранспортерах. Для изучения подразделения возьмем два штата. 1114-й Гепацерт от 1 ноября 1941 года и 1114-й Ц Гепацерт от 1 ноября 1943 года. Панцергренадерское отделение в конце 1941 начале 1942 года состояло из 12 человек. Командир отделения имел звание от унтер-офицера до унтерфельдфебеля. Он был вооружен пистолетом-пулеметом МП-40 с 6 магазинами по 32 патрона. Его должность на немецком языке звучит как группенфюрер, но не стоит путать с генеральским званием в войсках СС. Заместитель командира отделения имел звание от обергефрейтера до унтерфельдфебеля, вооружался винтовкой карабинер 98К с 12 обоймами по 5 патронов. Если в составе обычного стрелкового отделения числился один пулеметный расчет, то в панцергренадерском отделении их было два. Соответственно, первые номера пулеметных расчетов вооружались ручными МГ-34. В немецкой документации они именуются легкими пулеметами и пистолетами П-08 или П-38, а вторые номера только пистолетами. В обязанности помощников-пулеметчиков входило чинить мелкие неисправности оружия, переносить масленку, принадлежности для чистки, кожух ствола и 2 сменных ствола. Они также переносили по 2 патронных короба Патроненкастен-41 на 296 патронов. Оставшиеся 6 стрелков панцергренадерского отделения вооружались магазинными винтовками карабинер 98К с 12 обоймами по 5 патронов и несколькими ручными гранатами. Один из них в звании гефрейтера исполнял обязанности водителя среднего полугусеничного бронетранспортера Зондеркрафтфahrzeuг 251-1. Из вооружения бронетранспортер имел в передней части пулемет МГ-34 с бронещитком и бортовой пистолет-пулемет МП-40. Таким образом, вооружение панцергренадерского отделения состояло из 2 пистолетов-пулеметов, 2 ручных пулеметов плюс 1 на бронетранспортере, 4 пистолетов и 7 винтовок. Сразу бросается в глаза повышенная огневая мощь по сравнению с обычным стрелковым отделением, где численность была всего 10 человек, а пулемет был только один на все подразделение. Объяснение этому простое. Панцергренадеры были ударной частью, которая следовала сразу за танками и поддерживала их атаку, поэтому и вооружение им требовалось посолиднее. В 1941 году бронетранспортеры поступали на вооружение исключительно в танковые дивизии вермахта, и то их численность была недостаточной для нужд армии. Поэтому в большинстве танковых дивизий бронетранспортерами была оснащена только одна стрелковая рота из 12. Остальные использовали в качестве транспорта грузовики. Исключение составляла элитная 1-я танковая дивизия вермахта, в которой бронетранспортерами было укомплектовано целых 2 батальона, то есть 6 стрелковых рот и 2 пулеметные роты, а также 10-я танковая дивизия, в которой БТР имел 1 батальон, то есть 3 стрелковые роты и 1 пулеметная рота. Вот так выглядела реальная оснащенность немецкой армии бронетранспортерами в 1941 году. Камераден. Чтобы не терять связь со своими зрителями из-за блокировок YouTube, был создан канал Панцергренадера в Телеграме. Все желающие могут на него подписаться. В Телеграме публикуются штатные структуры различных подразделений в наглядном виде. Рисунки униформы и снаряжения солдат, редкие раскрашенные фото с подписью, познавательные книги и журналы, а также все видео, которые выходят на YouTube. Ссылку на Телеграм-канал вы найдете в описании под видео. Рассмотрим вкратце возможности и тактико-технические характеристики среднего полугусеничного бронетранспортера Зондеркрафтфahrzeuг 251-1.
Машина имела исключительно противопульное бронирование. Лоб корпуса составлял 15 мм, борта и корма 8 мм. Сверху корпус был открытым. Боевая масса БТР составляла почти 9 тонн, мощность двигателя 100 лошадиных сил, что позволяло развивать скорость по шоссе 52 км в час. Боекомплект пулеметов составлял 2010 патронов. В левой части поста управления размещался водитель бронетранспортера, справа – командир отделения. За ними в боевом отделении на 2 скамьях располагался десант. Первым слева сидел заместитель командира, а первым справа – стрелок, в обязанности которого входило вести огонь из бортового пулемета БТР. Далее за ними размещались 2 пулеметных расчета и ближе к выходу остальные стрелки. В составе панцергренадерского взвода было всего 3 отделения вместо 4, как в стрелковом взводе, поэтому вместительность бронетранспортеров было решено использовать по максимуму. Командиром панцергренадерского взвода был офицер в звании от лейтенанта до обер-лейтенанта, вооруженный пистолетом-пулеметом МП-40 с 3 магазинами. Вместе с отделением управления он передвигался на командирском бронетранспортере 251-1, на который поначалу в частном порядке устанавливалась 37-мм противотанковая пушка ПАК-35-36, а позднее она была штатным вооружением модификации БТР 251-10. Командир взвода сидел справа от водителя бронетранспортера, вооруженного магазинной винтовкой. За ними слева направо размещались посыльный, исполнявший обязанности гарниста, и командир группы управления в звании от унтер-офицера до фельдфебеля. Оба вооружались винтовками карабинер 98К. Последними членами экипажа бронетранспортера были посыльный, исполнявший обязанности радиста, вооруженный винтовкой, и санитар-носильщик, вооруженный пистолетом. В качестве бортового оружия БТР имел пистолет-пулемет МП-40, а в резерве взвода числилось противотанковое ружье Панцербюхсе-39. Последним военнослужащим группы управления был посыльный на тяжелом мотоцикле с коляской, вооруженный винтовкой карабинер 98К. Таким образом, в составе панцергренадерского взвода числилось 4 бронетранспортера, 1 мотоцикл, 35 рядовых солдат, 7 унтер-офицеров и 1 офицер. Чаще всего боевое построение взвода представляло собой тупой клин, развернутый основанием к противнику. Дистанция между бронетранспортерами не превышала 50 метров. Машина отделения управления размещалась в конце боевого построения, что позволяло лучше наблюдать за ходом боя и координировать действия подчиненных. Естественно, впереди панцергренадерского взвода следовали танки, которые и выполняли основную работу по уничтожению огневых точек противника. Спешивание панцергренадеров, как правило, осуществлялось на расстоянии 300-400 метров от противника. Однако, если оборона противника не оказывала серьезного сопротивления, десант БТРа мог продолжать вести огонь сходу, без спешивания. В ноябрьском штате 1943 года состав панцергренадерского взвода и отделения претерпели серьезных изменений. Но о них мы поговорим в полной версии видеоролика, который автор канала Панцергренадер загрузит на другую платформу Patreon. Там же рассмотрим тактику панцергренадерского отделения в отдельных боевых ситуациях. Ссылку на продолжение вы найдете в описании под видео и в закрепленном комментарии. Стоимость месячной подписки составляет всего $1. Предчувствую уже негодование отдельных лиц по этому поводу. Поэтому сразу отвечу, почему было принято такое решение. Автор канала Панцергренадер всегда стремился к тому, чтобы его творчество и создаваемый им контент был максимально доступным и бесплатным для всех.
Он старается и дальше следовать этому принципу. Однако сейчас из-за войны он потерял свое жилье и работу, поэтому вынужден сделать чисто символическую плату за часть своего творчества. При этом половина контента все равно будет бесплатной. Спасибо за понимание и поддержку.